Итак, короткое видео для того, чтобы самому запомнить, что было куплено, потому что давно не был. Для реставрации Nissan Laurel, кузов C32 88 года с RD28. Так, это я забрал от токаря. Это мой небольшой чертежик. Больше не понадобится. Итак, болт крепления тяги задней подвески. Продольная, короткая. Сейчас покажу. Вот этой тяги. Тут резьба 12,125, а сам болт 14. Поэтому было тяжеловато найти такой болт новый, везти с завода, это была утопия. В общем, выточили болт заново. Вот что случилось с старым. Я его разрезал, потому что он полностью закис. Так, я показываю куда. Полностью закис в сайлентблоке. Это мусор. Так, потом была заказана специальная правка для одноразового использования. Я надеюсь, больше не буду. Это втулка опоры первичного вала коробки. Она прессуется в коленвал. Там просто ужасная у меня втулка в коленвале. Никто ее никогда не менял. Даже стучит. Вот такая вот ништяковина. Также была заказана оправка для установки сцепления на RD28. Потом, так, я сниму сначала, отнесу в ту сторону. Самое главное, я реставрировал головку. Распредвал в идеале, без биения, без ничего. Новые компенсаторы. Я притер ее, почистил, померил плоскость. Плоскость идеальная. Не буду ничего шлифовать. Сальники, соответственно, новые, притертые, подрезаны все клапана. Головка ждет монтажа. Мотор. По мотору. Все почищено, все помыто, подобрана прокладка ГБЦ. Заменен ролик, то есть ремень и ролики заменены давно. Ну как, да, ничего не остановился. Ремень и роли были поменены, не знаю, 1002, наверное, назад. Помпа тоже, там видос есть. Сальник насоса, сальник коленвала. Поменял я прокладку поддона. Нульц. По мотору, что еще тут было сделано? Срало масло вот из щупа, тоже поменял. Поменял задний сальник коленвала, чисто по приколу, он не тек. Коли я лазил, то я уже поменял. Потом поменяны вкладыши все. Блин, целый геморрой. 2 лишних комплекта вкладышей я теперь имею по подбору. Но не важно. Рейка была. Купил я машину с рейкой запасной. Отправил ее на реставрацию. И сказали, она мертвая. Почему занялся рейкой? Потому что у меня стучало вал в посадочный. То есть здесь есть подшипники несколько. У них есть, вот здесь вот есть подшипники несколько. У них есть свои посадочные места. И как вал в внутренней обойме подшипника, так и наружная обойма подшипника имела люфт в корпусе. В общем, это все. Гидравлика в идеальном состоянии была, а редуктор ушатанный по корпусу. Все загильзовано, заменены подшипнички, восстановлена гидравлическая часть. Куплены наконец-то барабаны и передние диски. Передние диски тормозные ждал 3 месяца.
Это распределитель по свечам накала. Соответственно, куплено новое сцепление, новая прокладка пластиковой крышки клапанов. 16 гривен. Единственная дешевая деталь на эту машину. Дальше. По ходовке. Ну, тут как бы ничего особенного. Новые пружины. Пружин, в принципе, в мире больше, наверное, нету. Надо ждать их по полгода. Без даты, короче, надо заказывать. Поэтому заказаны в Полтаве изготовлены пружины. Вот пружины, которые были. Две были наебнутые. Так, это уже как бы к монтажу готовится все. Шаровые, ТРВ, Рома, спасибо. Добавил смазки, там все как положено, перепаковал. Вот рейка, которая стояла, в принципе, в рабочем состоянии все. Блять, заваренный термостат какого-то хуя стоял. Вот две еще целых пружины. Прокладка ГБЦ. Опоры двигателя одна живая. Ну, относительно, за 30 лет вот она уже начала тут трещинку давать. Так, не хочу копаться. Вот в каком состоянии там стабилизатор был. Это рейка, которая не подлежит ремонту. Задняя стойка. На вид все окей. Но вот там вон сломана пружина. Сейчас покажу. Вот здесь в кожухе пружина сломана. И, как видите, стоит она как жопа в своем посадочном месте. И куча такой херни здесь везде. Все по возможности подкрашено, подчищено, подмазано. Двигатель чистить тупо впадло. Да, заменил термостат, почистился, там помыл. Какого-то хера стоял заваренный термостат. Так, теперь по запчастям. Так, продолжим. Тоже очень долгожданная запчасть. Оригинал. Так, бляха. Долго ждал. Это оригинальные шайбы для рулевой рейки, для крепления, я не знаю, как херня называется, шары в пальцах. Это как бы наконечники. К ним вкручиваются через стопорную гайку эти поворотные кулаки, наверное, или как правильно. Вот чтобы их правильно закрепить к рейке, то вот эти херни нужны, те я испоганил. Такс. Долго ждал наконечники. Мои родные еще живые наконечники. Но я заказал новые. Сначала на магазин ДОК. Они прислали один. Второй сказали, пришел поврежденный. Еще один поврежденный. Так они шли там 10 раз поврежденные. Теперь мне дохера этих тоже наконечников. Ну не важно. Из сайлентблоков задней подвески у меня были ушатанные верхние тяги. Были, в принципе, в печальном состоянии. Заказал, не помню где, в Украине, еле, блядь, нашел. Кто этим занимается, вот они их типа восстановили, почистили, залили сюда новый полиуретан. Огонь. Ну, не знаю, полезет, посмотрим. Так. А вот то, что привезло мне ДОК, магазин ДОК. Нормальные пацаны, но один наконечник, мне кажется. Что они херачатся на одном заводе. Ну, на вид
Говно то и говно то. Ну, поставлю я лучше стер. Эти пускай лежат. Не знаю, сколько лет я езжу на этой машине. Может, вообще соберу, подарю кому-нибудь. Что я слегка подустал от нее. Еще один наконечник. Это уже док прислал. Вот это вот мне нравится. Ровная фрезеровочка. Все как положено. Гайка добротная, блин. Пыльник как-то через жопу одет. Ну, этот стер желтенький, хер его знает. В общем, на запас. Коробка хорошая. Так, что дальше у меня тут лежит? Дальше по запчастям. Сам не знаю, что это. Сейчас посмотрим. Прокладка, сальник, все. Так, это подшипники задних полуосей. Одна полуось, то есть для меня там есть вопросы по тому, как она ходит. Есть небольшой люфт вправо-влево, назад вперед. Решил заказать, если уже перебираю, все, то перебираю. Матку, не знаю, кто это. Вот, опять магазин Док. Прислал мне сальник коленвала задний, блядь. Ну, только этот сальник на, по-моему, 120. Там, да, 100-120. А мне надо было 80. 80-100. В общем. Да, вот тоже. Почистил, выдроил. Понимаю, где-то на головке он стоит, я уже не помню. Вот здесь, да. Установится будешь. Дальше по запчастям. А там вообще видно, что я делаю? Видно. А вот эти так званые шаровые, которые вкручиваются в рейтинговые. 2 штуки. Это сюда. Это то же самое. Тоже стер. Так, эту штуку. А, это вкладыши, которые были установлены. Я засомневался и заказал оригинальный комплект вкладышей по цвету, по каждому как бы цвету шатуна. Вроде, блин, подобрал, вроде бы зазоры стали лучше. Зазоры промерял таким образом. Собирал шатун, мерил. Там, по-моему, видосы снимал. Если не снимал, не столь важно, чтобы подобрать. Дальше. Ну, термостат я уже поставил. Так. В Украине на OLX лажу иногда просматриваю, что там появляется на эту машину. Вот нашел новые втулки для колодок в суппорта. Посмотрим, как это будет. Соответственно, 2 больших ремкомплекта тоже на суппорта. По суппортам. Купил я 2 бэушных суппорта. Вроде бы в хорошем состоянии. Буду реставрировать их и ставить себе, потому что мои какие-то печальные. Новые тяги, то есть стойки задние Монро. Там новые пружины я уже показывал. Там опоры в хорошем состоянии.
Тут же лежат и новые передние там опоры, вкладыши в стойке. Так, продолжим. Это тоже к ремкомплекту суппортов. Резинки вот такие. Текс. Опоры двигателя новые. Интересно выглядит. Я теперь сомневаюсь, как их ставить. Они такие асимметричные. Ну ничего, раздуплимся. Тут не ошибешься. Приехали из Дубая эти опоры. Новенькие опоры стабилизатора. Красота. Так, дальше. Поскольку у меня расшпоканы полностью пыльники на стаканах передних, взял от какой-то десятки или кого, посмотрим, что-то приколхозил. Я заказывать уже какой-то оригинал не хочу. Это пыльники на рулевую тягу. Рома, спасибо. То есть на рулевые наконечники. Новые Nissan оригинал. Опоры передних стоек Nissan Original. Ждал тоже какую тучу времени. Разберу подшипники, потом смажу. У старых резинок в хорошем состоянии, но подшипников пиндец. Так. Дальше. Так, это новый масляный фильтр. Тут понятно, нам показывает, что там где. Сальник. Скорее всего, распредвала. Так, это Musashi Oil Seal. Это передние ступицы подшипники. О, вот еще геморрой. Это трубка вентиляции карты. Короче. Была когда-то резиновая. Намутил на работе. Вот похоже. Так, это что? Это к вопросу ремкомплектов с суппортом. Новые стаканы. 2 штука. Там тоже их есть 3 размера. Надо мерить перед тем, как заказывать. Так, диски ТРВ, колодка ТРВ. Колодосы. Это к передним опорам или к задним, короче, буферы. Я заказывал отдельно, но они у меня там в хорошем состоянии. Но все равно ставлю их на передние или на задние стойки. На задние вроде. Так, это опоры рычагов. Как это, как у 8-ки впереди они крепятся там. Это новое к стабилизатору. Это все тоже к стабилизатору, то же самое. Подшипники передних ступиц. Это хуй его знает, что это было.
Фою Беринс, блять, забыл. Made in Japan. Ну, хер его знает. Так, новые втулки опор рейки рулевой. Резинки. Тысячные по кругу. И, как говорится, ну вот и все. Поэтапно буду показывать, как все это монтируется.